Друзі рибалки та любителі активного відпочинку. Хочу вам порекомендувати всесвітньо відому компанію Nightcore, яка є провідним виробником спеціалізованих товарів в області освітлення для користувачів професійного рівня в різних галузях. Товари Nightcore призначені для кемперів, туристів, альпіністів, велосипедистів, мисливців, любителів підводного плавання, рибного лову та багатьох інших сферах діяльності. Nightcore пропонує дуже великий вибір кишенькових ліхтарів для професійного та повсякденного використання. І підібрати такий ліхтар можна абсолютно під будь-які потреби. Також любителям відпочинку на природі далеко від цивілізації рекомендую звернути увагу на хороший асортимент кемпінгових ліхтарів, павербанків, сонячних панелей та портативних електростанцій. Саме ці девайси зроблять ваш відпочинок більш комфортним. Ну і тепер, особливо для наших глядачів, хочу окремо зупинитися на лінійці налобних ліхтарів. Як рибалка, я розумію, що налобний ліхтар – це основний інструмент під час нічної риболовлі. І саме Nightcore в цьому безпосередній лідер. Тут є неймовірно великий асортимент налобних ліхтарів під будь-які задачі, оскільки ці ліхтарі відрізняються не тільки матеріалом корпусу, формою та розмірами, але також мають різноманітну потужність світлового потоку, дальність і кут світіння. А ще є різні варіанти живлення та підзарядки. Наприклад, деякі моделі мають вбудовану батарею і заряджаються як мобільний телефон через сучасний роз'єм Type-C, та навіть можуть працювати від зовнішнього павербанку. І є варіанти зі змінними елементами живлення, які заряджаються окремо від ліхтаря. Багато моделей ліхтарів Nightcore мають додаткове червоне світло, можливість регулювання яскравості та декілька режимів роботи. А також є моделі з датчиком руху, що дозволяє вмикати ліхтар, не торкаючись його. Я сам особисто вже 7 років постійно користуюсь налобним ліхтарем Nightcore HC30, та за цей час не виникало жодних проблем. Навіть акумулятор ще не змінював. Можу точно сказати, що їх продукція є дуже надійною та якісною. І це підтверджує офіційна гарантія 5 років, яку надає компанія. Посилання на офіційний сайт Nightcore Україна буде в описі під цим відео. Там ви зможете детально ознайомитись зі всією продукцією. А також при замовленні вкажіть промокод FVU та отримайте знижку 10%. Приветствую всех на нашем канале. В этом видео я хочу поделиться с вами одним очень интересным лайфхаком. Сейчас я покажу, как изготовить так называемую дополнительную микрокормушку. И эта микрокормушка крепится не так, как обычно на монтаже, а непосредственно на самом крючке. И подходит она абсолютно для любых тестообразных насадок, таких как мастырка, тесто, манка-болтушка. Или, например, рыболовный пластилин, который предназначен для кормушек-пружинок. В общем, подходит любая тестообразная насадка. Также данная кормушка может выступать в роли как основной насадки, также и дополнительной насадки. То есть на крючке у нас есть основная там, наживка или какая-нибудь другая насадка, а на этой микрокормушке у нас дополнительная насадка, которая просто работает как дополнительная приманка. Ну, позже будет ясно, что я имею в виду. И прежде чем мы начнем, я очень хочу всех попросить этому видео поставить лайк и написать абсолютно любой комментарий. Пусть даже это будет одно слово. Для вас это абсолютно ничего не стоит, но этими простыми действиями вы очень поможете нашему каналу и тем самым поддержите его. И сейчас алгоритмы YouTube работают немного иначе, и вот эти вот действия действительно для нас очень важны. Ну и нам это будет как дополнительный стимул делать новые видео. Большое спасибо. Начинаем. Значит так, я как всегда для лучшей наглядности буду использовать на камеру вот такой вот толстый капроновый бытовой шнур. Ну а на своих рыбалках, понятное дело, вы можете использовать абсолютно любой материал. Например, обычную монолеску или же плетенку, или, например, какой-нибудь специальный поводочный материал. Также нам для этого обязательно понадобится крючок, и хочу обратить внимание, что крючок должен быть именно с ушком. С лопаткой крючок в данном случае нам не подойдет. Ну и самый главный элемент, который нам необходимо раздобыть, это небольшую пружинку. Для большинства размеров крючков подходит пружинка от шариковой ручки. Вот эта пружинка, и она подойдет, как я уже сказал, под большинство размеров крючков. Но если, например, вы используете на своей рыбалке
очень мелкие крючки, то тогда можно взять самую обычную дешевую, там какую-нибудь старую сломанную зажигалку с колесиком, и там под колесиком есть маленькая пружинка, которая толкает кремень. Вот эта пружинка подойдет даже под самые мелкие крючки. Итак, пружинку мы раздобыли, и первое, что нам необходимо сделать, это наш шнур вставить в эту пружинку. Так, этот шнур очень сильно распушивается на конце, поэтому я буду все вот эти кончики немножко подплавлять. О, есть. Вставили мы шнур в середину пружинки, и теперь здесь нам необходимо связать тройной узел. Вот. Делаем один узелок, подтягиваем, и у нас пружинка должна стать вот такой вот формы. Ну, приобрести форму такого колечка. Или форму подковы. Теперь мы делаем второй узелок. И перед затяжкой второго узла пружинку пальцами удерживаем, чтобы она не раскрылась. Вот когда мы сделали второй узелок, у нас уже пружинка зафиксирована вот в такой вот форме, как я сказал. Ну и для надежности сделаем еще третий узелок. Все, обрезаем теперь лишний конец. Тоже немного его подплавлю, потому что сильно он распушивается, этот шнур. Есть. Когда мы тут все связали, у нас получилась вот такая вот ситуация. После этого нам нужно определить, какой длины поводок мы будем изготавливать. Вы можете изготовить поводок абсолютно любой длины. Ну, у меня сейчас, чтобы все целиком влазило в кадр, я сделаю поводок совсем не длинный. Вот так вот обрежу. А вообще можно делать длину абсолютно любую. Все, отрезаем наш поводочный материал от основной бобины. Конец я этот заплавлю, чтобы он был остренький. Так, теперь берем крючок. И сейчас делаем обычное безузловое соединение. Кто умеет вязать поводки под бойлы, то есть поводки с волосом, те понимают, о чем я говорю. Вставляем конец нашего материала в ушко крючка с вот этой стороны, подтягиваем. И тут надо выставить длину вот этого вот волоса. Я обычно делаю так, чтобы оно не было вот так вот прям сильно далеко, но и не сильно близко. Делаю так, чтобы эта пружинка, ну или, например, бойл, когда бойлы вяжу, чтобы проходила очень так близко, но тем не менее, чтобы проходила под изгибом крючка. Все, длину установили. И теперь делаем обмотку вокруг цевья от колечка, от ушка в сторону острия. И напротив острия остановимся. Где-то вот так вот домотал до острия, вот как раз обмотка заканчивается напротив жала крючка. И теперь делаем пару витков в сторону ушка и вставляем в наше ушко конец поводочного материала. Достали. Тут еще подтягиваем. Все проверяем. Вот у нас наша длина зафиксирована. Свободно проходит пружинка под крючком. Здесь мы на конце вяжем, как обычно, петлю. С помощью этой петли мы будем соединять поводок с основным монтажом. И все, наш поводок полностью готов. Вот, показываю, что у нас получилось. У нас получился, по сути, обычный
поводок. Если это закрыть, вот просто петелечка и привязанный крючок. А вот у нас та самая микрокормушка дополнительная. И вот что я имел в виду, когда говорил, что ее можно использовать как основную насадку, так и как дополнительную насадку. Ну, точнее, как дополнительную приманку. Мы, например, ловим карася. Хотим ловить его там на червя или на опарыша. Мы на сам крючок одеваем нашу наживку, там червя или опарыша, но мы понимаем, что карась очень любит чеснок. Мы просто готовим тесто с насыщенным ароматом чеснока, и это тесто прессуем в эту пружинку. Пружинка очень хорошо его будет держать, оно долго будет держаться на крючке, точнее очень долго будет держаться в этой микрокормушке, в отличие от крючка. И тем самым у нас получается на крючке одета наживка, а на дополнительной микрокормушке у нас хороший насыщенный аромат чеснока. Ну и плюс само тесто рыба, конечно же, любит. Также можно пробовать вообще крючок оставлять без какой-либо насадки, а просто вот сюда одевать шарик теста вот в эту микрокормушку. Но это, мне кажется, больше сработает все-таки по крупной рыбе. А если мы ловим уже там обычного какого-то карасика, то лучше всего насадить на крючок наживку основную, а сюда дополнительную приманку. И причем мы можем эту дополнительную приманку делать абсолютно любых ароматов. Там можно с медом, можно, как я уже говорил, можно добавлять мастырку, можно даже пластилин покупать с различными ароматами, уже готовый пластилин для кормушек, пружинок. И вот таким вот образом это все дело использовать. Поэтому берите себе на заметку такой вот интересный лайфхак. Можете попробовать, я думаю, он принесет свои результаты. Вот так вот это все выглядит поближе. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Смотрите много интересного видео. Всем пока. До новых встреч.